Всем привет! Меня зовут Нина Заславская, и сегодня я решила поделиться с вами полным процессом процедуры пудровых бровок. Надеюсь, информация будет для вас полезной, потому что я буду рассказывать от и до и расскажу все свои секреты и фишки, которые я использую в работе. И сейчас моя задача отрисовать эскиз. Рисую я самозатачивающимся карандашом. Заранее я его заточила. И также мне потребуется белый карандашик для фиксации формы. Сначала я делаю разметку, то есть все по стандартам. Начинаем мы с оси симметрии и отмечаю точки А, Б и С. Я рисую с этой стороны, мне удобнее, я левша, у меня как-то больше сюда ложится. Потом перехожу, соответственно, на другую сторону. Многие рисуют гелевыми пастами или строят просто рамочку, или там используют белый карандаш для отрисовки. Все-таки я считаю, клиенту удобнее и понятнее, привычнее себя видеть, когда эскиз полностью прорисован. То есть я воссоздаю тот эффект, который будет клиент видеть уже после процедуры. Потому что рамочку далеко не все воспринимают. И я, конечно, советую всем рисовать карандашиком. У меня даже был один такой случай, что клиентка записалась ко мне на консультацию, и до этого она была в 3 студиях помимо меня. И я ее, конечно же, спросила, почему я 3-я, и почему она ушла оттуда, не осталась, не сделала там перманент, на что она мне сказала, что ее не устроило, что ей рисовали форму гелевой пастой. То есть она ничего не поняла, и, соответственно, ушла из этой студии. И вот это было для меня показателем. После этого я вообще никогда не брала в руки гелевую пасту, что касается бровей, конечно. И рисую карандашиком. Я прям по максимуму приближаю к тому виду, который будет видеть клиентка уже после процедуры. То есть делаю с градиентом, не делаю прям четко-четко, чтобы клиентка у меня не испугалась и не убежала. То она вон сильно боится, переживает, сидит, молчит. Вот поэтому рисую легонечко. И, конечно, после отрисовки эскиза я всех предупреждаю, что будет еще легче, будет поуже, потому что не будет такой четкости. Все-таки отрисовывая эскиз, мы рисуем почетче, чтобы не потерялась форма. Но уже выглядит очень аккуратненько, потому что я вначале ни в коем случае не очерчиваю брови. Белый карандаш я белым всегда прорисовываю под бровкой. Во-первых, мне нужно закрасить ненужные мне волосочки, потому что я сразу не могу себе позволить выщипать. Вдруг клиент скажет: мне не нравится такая форма, давайте мне новую, а брови уже нет. Вот, поэтому я белым карандашиком прорисовываю вот эту ровную линию. Помимо того, что она закрашивает ненужные волоски, она служит таким, как хайлайтером под бровкой, то есть оттеняет и делает вот эту линию нижнюю более четкую. Как раз-таки в пудровых бровях приветствуется, когда нижняя линия у бровки такая более четкая, а верхняя пудровая. Вот. И вот такую щеточку использую, вообще она для ресниц. Подойдет и любая другая щетка, но я пользуюсь такой. Я немножко вначале вот так вот беру и растушевываю, чтобы плавный переход был. Конечно, у нее идеальные брови, просто созданы для пудровых бровок. Так, смотри. По твоей форме ничего не изменяем, будет плавный плавный Вообще я тебе сделаю по максимуму прозрачным, потому что у тебя меха много, Вот, то есть легко напылю, если что, потом добавим. Хорошо? Угу. Хорошо все? Вторую я строю относительно первой. Первым делом, естественно, я должна перенести все размеры первой бровки на вторую сторону. Вы можете пользоваться привычными себе какими-то инструментами. Это циркуль Леонардо, линейки всевозможные. И я покажу вам одну очень удобную вещь. Возможно, вы о ней слышали. Я как-то, кстати, тоже снимала ролик о построении бровей. Вы можете посмотреть, перейдя по вот этой ссылочке.
Повторюсь, это прям стопроцентный вариант. Если у вас нет под рукой никаких вспомогательных средств, вы можете воспользоваться обычной салфеткой. И она переносит ваши размеры прям один в один. То есть смотрите, как это делается. Самое главное, вы должны ровно поставить салфетку, чтобы она никуда не перекашивалась. Вот. И мы начинаем с оси симметрии, переносим, то есть вот эти вот засечки. 1, 2, 3, 4. Переворачиваем, и эти же размеры у нас остаются на другой стороне. И нам остается только перенести эти засечки на вторую сторону. Собственно, все. Но сейчас я уже рисую на глаз, я не пользуюсь салфетками, но очень удобно воспользоваться ими, когда у вас, например, большая асимметрия в бровках. Вот это прям очень помогает. Еще очень важно уловить правильную высоту бровок, то есть все-таки начало бровей, вот эти точки бросаются в глаза больше всего. И если там буквально доля миллиметра с какой-то стороны у вас едет, вся бровь будет перекошена, то есть и вектор у брови совсем другой будет задан, она будет, например, более вздернутая или более прямая, поэтому прям проверяйте это очень тщательно. Вот, я повторяю эту бровку. Точно так же сначала ее немножко подтеняю, а потом довожу до идеала. Я отрисовала эскиз, и сейчас я буду делать первый проход. Перед тем, как я начала отрисовку эскиза, я нанесла предварительную анестезию кремовую на 10 минут. Но если вы привыкли работать без анестезии, первый проход можно делать без анестезии, потому что он очень поверхностный и легкий. И, насколько я знаю, клиенты спокойно лежат. Самое главное, им не говорить, что вы не наносите анестезию. Алейсан вот уже узнала, испугалась. Не бойся, давай ложись. Так, я подщипаю немного волосочков, которые у меня как раз-таки на белой моей части находятся, которые я закрасила карандашиком. Вот сейчас я уже могу себе позволить их убрать, чтобы снизу была более такая четкая, и аккуратная линия. Так, я приступаю к процедуре, я заранее себе все подготовила. Сегодня я провожу на машинке Shine Solterra. Это длинноход и как раз-таки пудровое напыление бровок я предпочитаю делать длинноходной машинкой. Почему? Потому что длинноходные, они больше распыляют пигменты, чтобы как раз добиться вот этой красивой пудровости и пиксельности в бровях, которая сейчас очень ценится. Она как раз выполняется на длинноходной машинке. Короткоходные машинки тоже хороши, но они не такие пиксельные, они более плотно вкладывают пигмент. Также я работаю на своих пигментах Permanent Expert. В данном случае у меня пигмент Brunette Intensive. Он достаточно концентрированный, но он на желтой основе, но я немножко подразбавила его дилуентом, чтобы была прям полупрозрачная пудра. Игла у меня Defender 0,30 диаметр. Диаметр лучше использовать 0,30 или 0,35, чтобы пикселя были более отчетливее. Сегодня я использую картридж Defender. Размер у меня 0,30 мм, но можно использовать и 0,35, потому что чем больше диаметр, тем ваш пиксель будет более отчетливее. Работаю, естественно, единичкой. Все процедуры я выполняю единичкой. Мне больше нравится, потому что она быстрее входит в кожу и не так травмирует. То есть и линии отчетливее, и пиксели отчетливее получается всегда единичкой. Эта машинка очень мощная, и она прям очень хорошо пробивает кожу, оставляя четкие пикселя. Когда работаю этой машинкой, ставлю вольтаж на 6,2. Но до этого я работала, например, на короткоходе, на Беларе, также делала растушевку. И чтобы короткоход оставлял более отчетливые пиксели, вы ставьте вольтаж все-таки поменьше, потому что когда на Беларе я работала, я ставила где-то 3,7-4 вольтаж, то есть прям такой маленький достаточно. Но если на короткоходе ставить большой вольтаж, она сильно ускоряется и просто не успевает оставлять пикселя в коже, получается более такой смазанный и плотный прокрас.
Вот, но длинноходные машинки справляются и на большом вольтаже, оставляя крупные, крутые пикселя. Сейчас увидите. Прокрашивать брови я всегда начинаю с кончика, потому что это самая темная часть в бровях. И вам советую тоже так же делать, потому что если начинать с начала или с серединки, можно перетемнить бровь. А это ни в коем случае нельзя делать. Также напомню, что у брови есть такие сложные части. Это кончик и изгиб. Почему сложный? Потому что кожа здесь тоненькая, натянутая на косточку. То есть здесь мало подкожно-жировой клетчатки. И здесь очень легко засадить пигмент. Поэтому при работе вот эту часть вы немножко стягиваете на лоб, либо же отодвигаете вниз, чтобы не было вот такой натянутости. Также не забываем про хорошее натяжение кожи. То есть я тяну во все стороны по максимуму. Не рабочей рукой я натягиваю так кожу вверх, а рабочей рукой на пальчик, который я опираюсь, вот этим пальчиком я оттягиваю немножко вниз, то есть к себе. Получается во все стороны хорошее натяжение. Для чего это нужно? Это дает хороший прокрас, то есть вы быстрее уложите в кожу пигмент, вы не потравмируете кожу, соответственно, пигмент будет нанесен равномернее. При заживлении у клиента не будет больших корочек. Также будет по максимуму хорошее приживление и остаток пигмента. Ну, одни плюсы, как вы видите. Так, начинаем. Начинаю с кончика и начинаю я с нижней части бровки, потому что она более четкая, как я уже сказала. Мы начинаем с более темных частей. А если рассмотреть бровку, она у нас имеет градиент в обе стороны, то есть вертикальный и горизонтальный. Про горизонтальный я вам уже сказала, то есть что кончик потемнее, а головка посветлее. Ну а также бровь имеет вертикальный градиент снизу к верху, то есть нижняя часть бровки более насыщенная и четкая, а верхняя прям такая пудра, она как бы тоже немножко должна растворяться. Поэтому, чтобы не переборщить, сначала начинаем мы снизу и с конца. По одному месту, даже если я уже прокрасила, я прохожусь еще раз, возвращаюсь. Я работаю как бы веером. Положение моей руки остается неизменным. Я никуда ее не вожу, туда-обратно не ставлю. Я выбрала себе удобное положение и также здесь и стою. Но носик своей машинки я немножко изменяю градус как бы носика. Таким образом у меня получается эффект сеточки, то есть перекрест моих штрихов во время процедуры. И пигмент ложится равномернее, то есть бровь прям получается пудровая, красивая. Также задача первого прохода – закрепить по максимуму наш пигмент, чтобы форма не потерялась. Поэтому я так немного зацикливаюсь на одном месте и хорошенько прокрашиваю, чтобы не было такого, что когда я сотру, бровь исчезла и мне заново все строить, рисовать. Не хотелось бы. Поэтому лучше побольше и подольше поштриховать на одном месте. Мы работаем очень поверхностно, легко, все на одной глубине в коже делаем. Лучше не до чимпери, пусть у вас останется, лучше легенький след, и вы сделаете на 50 слоев больше, чем вы сразу засадите, и у вас получатся такие синие пластилиновые брови. Мы же хотим добиться максимальной натуральности и естественности, и чтобы это исходило все очень легко. Вот, кстати, мои пигменты гибриды, они не уходят ни в серые, ни в оранжевые цвета. Гибриды, кстати, на бровях самые актуальные пигменты, потому что как раз, если смотреть наперед, они самые практичные в носке, и они не дают вот таких некрасивых цветов. Коричневый пигмент я использую достаточно теплый, он у меня на желтой основе, то есть не на красной. Это главный принцип, опять же, чтобы не было потом красного остатка, или, например, вы не используете никогда какой-то холодный коричневый изначально пигмент, чтобы он не зажил серым, потому что мы знаем, что когда все заживает, пигмент уже оказывается под кожей, то есть поглубже, не на поверхности, и он становится холоднее.
Вот поэтому изначально мы используем потеплее пигмент. Я клиентке вообще никогда не показываю свой цвет пигмента, а то начинается: ой, вы что, мне рыжий не надо, давайте переделаем. Поэтому я опускаю этот момент и говорю: все нормально, все будет хорошо, не беспокойтесь, цвет мы выбрали. Вот. И вот как раз-таки на желтой основе пигмент, он заживает прям как надо. То есть он и без красноты, и без серости. Как же подобрать пигмент? Вообще преимущественно мы используем коричневые оттенки для бровей на желтой основе. То есть в основном они все на желтой основе. Но они слегка изменяют свой оттенок, то есть основу точнее, в зависимости от цвета кожи. То есть бывает, например, кожа с таким желто-оливковым оттенком, зеленоватым. Вот если вы видите, что оттенок кожи зеленоватый, то у вас будет, опять же, коричневый на желтой основе, но он такой немножко будет более теплый, то есть с оранжевым подтоном. Вот. Не совсем красный, естественно, мы боимся, что брови уйдут в красноту, но немножко он такой вот с краснинкой будет. Как раз-таки это и нейтрализует вот этот зеленый подтон кожи, и при заживлении брови получится хорошего цвета. Если кожа такая загорелая, желтенькая, вот как, например, у нас сейчас, я использую стандартный коричневый цвет на желтой основе, но он немножко такой у меня прохладный. Но опять же, если его растереть на ваточке, мы видим, что он на желтой основе. Если мы видим, что кожа прям белая-белая, склонная к покраснениям, это холодный тон кожи, тогда ни в коем случае мы не должны использовать цвета с краснинкой, потому что уже кожа склонна к покраснениям и может больше проявиться вот эта краснота кожи. Вот мы также используем тон на желтой основе. Вот, то есть потеплее тон, потому что оттенок кожи, когда очень холодный, соответственно, и заживает все гораздо холоднее. Если кожа изначально у нас достаточно теплая, как вот сейчас, мы можем взять слегка прохладный пигмент, то есть тут уже не будет такого сильного ухода по цвету в более холодный оттенок. Вот так и учитываем. То есть если тон кожи теплый, то мы можем позволить себе взять нейтральный пигмент. Если тон кожи холодный, то мы должны прям еще потеплее взять пигмент. Допустим, я бы могла бы взять этот же оттенок пигмента, вот, например, брюнет интенсив, да, который я сейчас использую, и добавить туда каплю оранжа, если бы у меня была холодная кожа. Очень хороший остаток мы видим. Прям уже, можно сказать, с одного прохода все сделали. Ну что, не больно? Нормально. Надо посильнее. Так, сейчас вам покажу, какой у нас остаток. Вот. Нам вообще тут чуть-чуть осталось, потому что мы не хотим плотно забивать. Сейчас нанесу анестезию. Анестезия у меня ТКТХ, новая анестезия вот вышла. Аналог цистеина. Тоже очень хорошая анестезия. В состав любой анестезии входит адреналин, и он очень помогает нам, так как во время процедуры он выбеливает кожу. И если вы, например, не так хорошо нанесли первый проход, вы увидите все-таки свой эскиз. Угу. Вторая бровь пошла. То же самое я повторяю на второй бровке. Мне раньше почему-то было удобнее делать дальнюю бровь. Я прям нижнюю вообще не могла никак присноровиться. А сейчас мне ближнюю удобнее. С чем это связано, непонятно. Но я замечаю, что ближнюю бровь многие мастера плотнее делают, как-то темнее получается. А дальняя хорошо. Нормально? Угу.
Вот посмотрите, как у меня подействовала хорошо анестезия, насколько проявился этот мой эскиз, точнее первый проход, который я сделала. И сейчас за второй проход я уже сделаю эту бровку полностью. Начну с самого темного места, а самое темное место на бровях у нас вот эта линия на изгибе брови. То есть если сравнить вот эту линию и кончик, вот здесь все-таки будет акцент, потому что кончик немножко уходит так в периферии, и он выглядит посветлее, даже если посмотреть вот на меня или на себя в зеркало, вы увидите, что основной акцент у нас на изгибе. Кончик посветлее. Поэтому я начинаю с основного акцента, с самого темного места, то есть с вот этого. Плавно потом уведу к кончику и потом уже буду растушевывать более светлую головку. Я сначала себе намечаю как бы линию быстрым штрихом, но я делаю это только по низу, потому что низ у меня более четкий. Вот, я наметила и уже растушевываю. Ни в коем случае линию нельзя намечать медленными движениями, иначе у вас получится линия. Вот, а если получится линия, она заживет четче, чем ваша пудра внутри, то есть будет как разукрашка. Поэтому если намечаете, только быстрым движением. И не забываем про легкое изменение направления вашего носика. То есть, чтобы получался эффект сеточки, чтобы пигмент был равномернее распределен, я немного изменяю направление, буквально там 2-3 градуса. И получается пудра-пудра. Видите, во время процедуры никакой сукровицы не выделяется, не краснеет ничего, значит, все идет по плану и правильно. Вот. И я не тороплюсь по всей брови, не распыляюсь. Я вот пока это место не закончу, я не могу себе позволить уйти куда-то дальше. Иначе я совсем запутаюсь, и у меня получится вся бровь в пробелах. Оттуда как раз вот все эти и там плохо зажившие брови, брови с пробелами. Если вы все четко делаете поэтапно, не торопитесь и не бежите вперед, у вас и заживает все прекрасно. Ну и, конечно, смотрите, какое у меня хорошее натяжение во время процедуры. За счет этого натяжения у меня как раз-таки и не кровит, и очень быстро все ложится. А сверху я немножко выхожу за пределы своего эскиза, но легко-легко это делаю, чтобы был светлый край, но чтобы он был такой немного как раз пудренный. Моя задача сейчас прокрасить вот этот изгиб с акцентом и прокрасить кончик. После того, как я это сделаю, я пойду дальше. Я постоянно протираю это место и очень хорошенько просматриваю, чтобы не было ни единого пробела. Тогда и заживет все хорошо. Кстати, вот обещала вам показать, да, какой по оттенку у меня цвет. То есть вот он на такой желтенькой основе. Вот смотрите, сверху я прям легко вот так прохожу и не боюсь выйти за форму. И какой у меня пудровый край получается. Не больно? Нет, вообще не чувствую. Кайфую же. Так, сейчас так отодвинем волосочки, посмотрим, как прокрасилась. Так, вот немножко я добавлю акцент вот сюда. А так, в принципе, меня устраивает по прокрасу, потому что сильно мне не нужно. Мы решили делать прям легкое напыление и в случае чего добавить, потому что волосков своих достаточно, и нам хочется такой легкий пудровый эффект получить.
Также, чтобы у вас получался отчетливый пиксель, обязательно держать машинку относительно кожи 90 градусов. Да? И техника маятник у меня. То есть в обе стороны я вожу машинкой, вот если вы заметили. Но на хвостике и на изгибе, так как это опасное место, я здесь больше к себе у меня направление моих штрихов. Потому что когда вы выдерживаете направление к себе штрихов, вы больше контролируете вот этот проход, то есть вы лишний раз не зацепите кожу. Серединка и головка, там уже побольше подкожно-жировой клетчатки, то есть потолще кожа, и вы уже можете легкими движениями работать в обе стороны. Но на изгибе и хвостике я не советую. Такие опасные достаточно зоны. Я плавно уже перехожу к головке. И основной вопрос у всех мастеров, как же вывести красиво головку бровей, чтобы она растворилась. Потому что чаще всего у всех получается, как бы они ни старались полупрозрачно нанести, но получается более четкий край. То есть читается вот это направление начала головки. Как я делаю? Так, сейчас вот как раз доведу до этого. Кстати, это очень частый вопрос в моих комментариях, как же сделать головки как раз бровей. Я сняла отдельный ролик, как их делать, прям с подробной инструкцией, можете перейти по ссылочке и посмотреть. Там я показываю на латексе, там все отчетливо видно и нет никаких мешающихся волосков. Но сейчас как раз вы посмотрите, как делать головки уже на модели. Так, вот я все прокрасила. Вот такое у меня напыление получилось. Сейчас я немного напылю сюда, потому что резко тоже бровь не должна уходить и сходить на нет, иначе вот это место совсем не заживет, и бровь, как бы, грубо говоря, начнется отсюда. Поэтому мне нужно прокрасить сейчас вот эту переходную часть, что я и делаю. Начинаю всегда также снизу и кверху. И легко вот такой вожу. Жаль, на модели нельзя сделать одну бровь, как на латексе. Вот, и я перехожу как раз к прокраске головки. С чего я начинаю? Мне нужно вывести, свести на нет головку, поэтому я намечаю себе нижнюю часть вот такими быстрыми движениями, но очень легкими. Нажим у меня гораздо легче, чем на серединке, хотя, несмотря на то, что здесь достаточно плотненькая кожа и ее тяжело прокрасить, лучше я сделаю побольше проходов, но ни в коем случае не заглублю и не перетемню, потому что эта часть больше всего бросается в глаза. И она должна быть самая светлая. Вот я наметила себе линию, и легко-легко я ее довожу до серединки, как бы поднимаю эту линию к серединке. После чего перехожу уже к самой-самой светлой части головки. Это верхняя часть ее. Также мой совет: почаще вытирайте и смотрите, как у вас лег пигмент и остался в коже.
Иначе тут тоже такая тонкая грань, можно перетемнить и потом очень расстроиться. Вот. Ну и также я смотрю, низ должен быть потемнее, серединка — это переходный момент между низом и верх самый светлый. Что там? На этой брови мы делаем то же самое, поэтому мы немного ускорим процесс, чтобы вас сильно не задерживать. Ну и во время процедуры я поглядываю уже на первую бровку, встаю и проверяю фас, чтобы было все ровненько. Несмотря на то, что я достаточно хорошо закрепила первый проход и форма мне видна, все же может быть какая-то осечка во время процедуры, что вы там на долю миллиметра съедете и уже будет немного не так. Поэтому нужно проверять. Ну и опять же смотрите по градиенту, чтобы там не сделать темнее или чтобы докрасить точно так же, как и первая бровка. Обязательно нужно все проверять. Ну и очень желательно сажать клиента и смотреть сидя тоже. Это еще лучше. Чем чаще вы протираете, тем лучше у вас будет доведено все до идеала. Смотрите, я практически закончила бровки, но у меня осталось начало брови, вот второй, и его я всегда делаю стоя. То есть я встаю, чтобы лицо передо мной было в фас, и смотрю, чтобы бровки были прямо на одном уровне. Потому что когда ты сидишь с одного краешку, ты уже видишь бровь вторую под другим углом. Поэтому важно смотреть прямо, отходить также на расстоянии, смотреть на бровки в целом. Ну и чтобы прям одинаково вывести начало, обязательно смотреть на первую бровь и делать при этом вторую. Поэтому я и делаю это все стоя. Так гораздо удобнее вывести идентичные головки.
Так, я закончила. На мой взгляд, я закончила. Но я должна сейчас проверить, сидя. И вот я вижу, что немного не хватает пудры как раз со стороны второй бровки, которую я делала. Сверху чуть вот я отмечу свежим срезом карандашика, что нужно немножко вот здесь вот по верхнему краю распылить. И слегка вот здесь тоже добавить. Ага, ложись. Все, я закончила. Протираю излишки моего пигмента. Но у меня присутствуют небольшие покраснения, но в любом случае они будут присутствовать, так как мы кожу поцарапали. И чтобы их убрать, вот небольшой такой лайфхак от меня. Очень круто убирает покраснение не только с глаз, но и с кожи акуметил. То есть это капля для глаз. Вот я так вот капну. Немножко вот так разотру. Многие мастера после процедуры наносят вторичную анестезию. Да, тоже выбеливает кожу, но очень сильно выбеливает, и прям остается сильная рамочка после процедуры. Не очень красиво, когда рамочка вот акуметил, выбеливает, убирает покраснение, но не так это явно все происходит. Вот сейчас немножко он подпитается, и мы уже сфоткаем. Ну что, мы закончили. Надеюсь, вам было полезно и интересно смотреть такой формат. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, потому что мне это очень важно. И если я увижу отклик в ваших сердцах, то, конечно же, продолжу снимать и другие процедуры полностью тоже. Ну и также пишите в комментариях свои темы, на которые бы вы хотели увидеть полностью процедуру и весь процесс. Спасибо вам за просмотр, за ваши подписки и за ваши лайки. Обязательно подписывайтесь. До скорых встреч. Пока-пока.